Евросоюз санкционировал употребление в пищу насекомых, что нужно знать потребителям. На протяжении тысячелетий насекомые употреблялись в пищу людьми по всему миру. В Европейском Союзе они считаются новыми продуктами питания, поэтому тут потребители пока колебаются между любопытством и отвращением. Наряду с мучными червями и перелетной саранчой теперь также могут перерабатываться в пищу домовые сверчки и личинки жука зерновой плесени. Всем привет, вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам об этом расскажу. Каждый новый продукт питания должен быть одобрен Евросоюзом. Согласно постановлению, только вьетнамской компании будет разрешено продавать в странах Евросоюза частично обезжиренный порошок из домашнего сверчка. Ранее, после ряда научных исследований, он был включен в список новых продуктов питания. Также можно будет купить личинку жука зерновой плесени. Аналогичные правила уже некоторое время существуют для перелетной саранчи и личинок мучного жука, или по-другому желтый мучной червь. Домашний сверчок, в каких продуктах можно его найти? Порошок из домашнего сверчка только можно найти в хлебе и булочках, печенье и крекерах, смесях для выпечки и макаронных изделиях, соусах и супах, заменителях мяса и молока, картофельных продуктах и в шоколаде. В этом случае продукты не могут быть маркированы как веганские и вегетарианские. Это еще предстоит выяснить. Пока что ассортимент продуктов питания с насекомыми — это действительно очень и очень маленькая ниша рынка, говорит пищевой химик Армин Валет из консультационного центра для потребителей в Гамбурге. В настоящее время в нашей стране доступны лишь некоторые продукты с небольшим количеством насекомых, например, батончики и лапша. Перемешивать порошок насекомых в печенье и муку до этого еще очень далеко, говорит Валет. Можно ли съесть насекомых по незнанию? Нет, поскольку насекомые должны быть маркированы на этикетках продуктов. В противном случае, откуда мы можем знать, что они были каким-то образом подмешаны, говорит защитник прав потребителей Валет. Комиссия Евросоюза в связи с этим разъясняет, каждый может решать для себя сам, покупать или не покупать продукты питания, сделанные из насекомых или содержащие их. Согласно регламенту, в списке ингредиентов можно было указать, например, домашний сверчок замороженный или порошок из личинок. Валет, подходящий к данному вопросу, прагматично, напротив, требует четкой и понятной каждому маркировки на упаковке, например, печенье с насекомыми или макароны с насекомыми. Ну и на этом все. Вот такая была сегодня интересная новость. Пишите обязательно, что думаете по этому поводу. Ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь на этот канал. Ну а я всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всем пока.